Урок 1. Бонусы за производительность. Приятно это слышать. Меня интересуют бонусы за производительность. Да, они действительно могут мотивировать сотрудников преуспевать в своей работе. Я согласен. Это отличный способ отметить упорный труд и преданность делу. Кроме того, это поощряет здоровый дух соперничества в команде. Точно. Каждый выигрывает, когда люди стараются сделать все возможное. Я думаю, что важно иметь четкие критерии для этих бонусов. Да, прозрачность помогает каждому понять, как их достичь. Давайте обсудим, как мы можем реализовать сильную систему бонусов за производительность. Звучит как план. Это могло бы значительно поднять моральный дух. Урок 2. Идеи рецептов. Обязательно попробую в следующий раз. Звучит вкусно. Я рад это слышать. Можете ли вы порекомендовать еще какие-нибудь рецепты? Да, недавно я попробовал острую пасту, она была потрясающей. Ох, как бы мне хотелось получить этот рецепт. Это звучит прямо в моем переулке. Я могу отправить его вам. Это просто, но со вкусом. Идеальный. Мне нравится готовить быстро и вкусно. И нам следует поменяться рецептами, это делает нашу готовку интересной. Абсолютно. Я люблю открывать для себя новые блюда, которые стоит попробовать. Давайте сделаем регулярным делиться нашими кулинарными приключениями. Урок 3. Минимизация эффектов. Есть ли у вас какие-либо советы о том, как минимизировать его последствия? Да, поддержание гидратации имеет решающее значение. Это действительно помогает вашему организму справиться. Я полностью согласен. Употребление достаточного количества воды может иметь большое значение. Кроме того, корректировка вашего распорядка дня может помочь вам чувствовать себя лучше. Какие корректировки вы предлагаете? Например, старайтесь избегать напряженных занятий в самое жаркое время дня. Это имеет смысл. Важно прислушиваться к потребностям своего организма. Точно. Поиск баланса действительно может улучшить ваше самочувствие в целом. Я обязательно внедрю эти советы в свой распорядок дня. Урок 4. Утренние процедуры. Это звучит как хорошая рутина. Мне трудно найти время утром. Я понимаю, утро может быть беспокойным для многих из нас. Да, иногда я чувствую спешку и не успеваю позавтракать. Вы не задумывались о том, чтобы подготовить вещи накануне вечером. Это отличная идея. Это могло бы сэкономить мне много времени. Точно. Быстрый завтрак действительно может задать позитивный тон всему дню. Я планирую приготовить еду, чтобы облегчить утро. Это похоже на план. Вы почувствуете себя более организованным и готовым к работе. Не могу дождаться, чтобы попробовать. Урок 5. Список желаний. Я так много слышал об истории этого места. Тогда я обязательно добавлю его в свой список желаний. Его определенно стоит посетить, особенно любителям истории. Я люблю исследовать место с богатым культурным наследием. Да, это добавляет глубины нашим путешествиям и впечатлениям.
Я полностью согласен. Изучение истории делает поездку более значимой. Кроме того, интересно наблюдать, как история формирует настоящее. Мне не терпится изучить и узнать об этом больше из первых рук. Давайте спланируем наш визит вместе. Урок 6. Уникальные больницы. Вход в это здание ощущается совсем по-другому. Это необычная больница. Верно. Это больше похоже на отель, чем на типичное медицинское учреждение. Да, атмосфера очень гостеприимная и непринужденная. Я ценю то, как они уделяют внимание комфорту и заботе пациентов. Точно. Это имеет огромное значение в процессе заживления. Я думаю, что больше больниц должны принять такой подход. Абсолютно. Речь идет о лечении всего человека, а не только болезни. Мне нравится эта концепция. Это действительно улучшает качество обслуживания пациентов. Давайте и дальше выступать за такие позитивные изменения в здравоохранении. Урок 7. Факты о кенгуру. Знаете ли вы, что кенгуру прыгают на задних лапах? Да. Они используют свои большие хвосты для равновесия во время движения. Точно. Удивительно, как они приспособились к окружающей среде. И они могут быстро преодолевать большие расстояния, что впечатляет. Я нахожу их уникальный способ передвижения весьма увлекательным. Я тоже. Это такие знаковые животные Австралии. Наблюдение за ними в дикой природе должно быть удивительным опытом. Мне бы хотелось увидеть это когда-нибудь. Это было бы незабываемо. Давайте поставим себе цель посетить Австралию и увидеть их. Урок 8. Отдых на выходных. То же самое. Скоро планирую поездку на выходные. Это звучит захватывающе. Есть ли у вас на примете какие-либо направления? Думаю поехать в горы подышать свежим воздухом. Это отличный выбор. Природа всегда помогает мне перезарядиться. Да, мне нужно отдохнуть от городской суеты. Задумывались ли вы о каких-нибудь мероприятиях на свежем воздухе, пока вы там? Определенно. Походы и изучение троп – первое место в моем списке. Это звучит идеально. Это отличный способ насладиться пейзажем. Не могу дождаться возможности сбежать и расслабиться на природе. Урок 9. Ленивые выходные. Я наслаждался ленивыми выходными, просто запоем смотря мои любимые шоу. Кажется, это идеальный способ расслабиться. Что ты смотрел? Я досмотрел тот новый сериал, о котором все говорили. Я слышал об этом много хорошего. Было ли все так хорошо, как они говорят? Абсолютно. Сюжетная линия меня зацепила с самого начала. Мне нравится, когда шоу может сделать это. Это залог отличных выходных. Да, иногда нам всем нужно немного отдохнуть, чтобы подзарядиться. Я полностью согласен. Очень важно делать перерывы в нашей напряженной жизни. Давайте запланируем в ближайшее время устроить вместе просмотр запоя. Урок 10. Приключения Новой Зеландии. Посещение городов Новой Зеландии – это фантастический опыт. Да, но они также наслаждаются красивой сельской местностью.
Пейзажи захватывают дух, повсюду горы и пляжи. Мне нравится, насколько разнообразны пейзажи по всей стране. Точно. Вы можете совершить городское приключение и отдохнуть на природе за одну поездку. Кроме того, местная культура добавляет впечатлений. Мне не терпится исследовать яркие сцены искусства и еды. Давайте обязательно включим в наши планы и город, и деревню. Определенно. Это будет незабываемое путешествие. Урок 11. Сохраняйте мотивацию. Я знаю, что вы имеете в виду, говоря о сохранении мотивации. Есть ли у вас какие-нибудь советы, как сохранить мотивацию в трудные времена? Я считаю, что постановка небольших, достижимых целей очень помогает. Это отличная стратегия. Это делает прогресс более управляемым. Да, празднование маленьких побед поднимает мне настроение. Я согласен. Положительное подкрепление может иметь большое значение. Кроме того, окружение меня поддерживающими людьми повышает мою мотивацию. Абсолютно. Хорошая система поддержки необходима для того, чтобы оставаться на правильном пути. Давайте и дальше поддерживать друг друга в достижении наших целей. Урок 12. Культурные связи. Да, пожалуйста, перед входом обязательно наденьте подходящий купальник и примите душ. Это увлекательно. Что вам показалось интересным? Я читал о том, как большие плантации сахарного тростника повлияли на их экономику. Да, эти отрасли оказывают значительное влияние на их культуру. Удивительно видеть, как история влияет на современную жизнь. Мне нравится исследовать эти связи между прошлым и настоящим. Давайте продолжим изучать эти культуры вместе. Определенно. Понимание разных точек зрения полезно. Я с нетерпением жду нашего следующего культурного исследования. Урок 13. Дорожный чек. Хорошо, я рассмотрю это. Нужно ли нам проходить таможню перед посадкой? Это хороший вопрос. Я думаю, нам следует проверить правила авиакомпании, чтобы быть уверенными. Согласен, всегда лучше быть готовым. Нам не нужны сюрпризы в аэропорту. Точно. Кроме того, это могло бы сэкономить нам время, если бы мы знали, чего ожидать. Конечно, и я бы предпочел не опоздать на наш рейс из-за недоразумения. Ты прав. Давайте также позаботимся о том, чтобы наши паспорты и билеты были готовы. Да, перепроверка всего имеет решающее значение. Вы собрали все необходимое. Почти. Мне просто нужно закончить с туалетными принадлежностями, и тогда все будет готово. Идеальный. Я тоже закончу собирать вещи, и тогда мы сможем вместе просмотреть наши проездные документы. Урок 14. Попытка танца. Я пробовала с ним вальсировать. Я бы начал неплохо, но потом терял ритм. Это понятно, вальсировать может быть сложно, если вы к этому не привыкли. Точно. Когда я думал, что он у меня есть, музыка менялась, и я запутывался. Чтобы почувствовать этот поток, нужна практика, но когда вы его почувствуете, это будет очень весело. Я знаю. Я действительно хочу совершенствоваться, чтобы получать больше удовольствия от танцев. Может быть, мы могли бы пойти на урок вместе?
Таким образом, мы могли учиться и смеяться над своими ошибками. Это отличная идея. Это было бы весело, и мы могли бы мотивировать друг друга. Определенно. Плюс, я думаю, это поможет нам обоим обрести уверенность на танцполе. Я весь в деле. Давайте найдем класс, который соответствует нашему расписанию. Урок 15. Планы выпечки. Рядом есть кафе, где предлагают вкусную выпечку. Идеальный. Давай встретимся там около 10 утра, чтобы вместе позавтракать. Я уже представляю себе эти теплые круассаны и свежий кофе. Я тоже. Это будет идеальное начало нашего дня. И мы сможем наверстать упущенное в последнее время. Конечно, прошло много времени с тех пор, как мы как следует общались. Я с нетерпением жду этого. Как вы думаете, у них есть какие-то особенные позиции в меню? Я надеюсь, что это так. Иногда у них есть сезонные угощения, которые стоит попробовать. Это звучит захватывающе. Я постараюсь приехать пораньше, чтобы занять нам хорошее место. Урок 16. Баланс задач. Нам необходимо найти баланс между сотрудничеством и автономией в нашем проекте. Я согласен полностью. Важно, чтобы каждый чувствовал поддержку и независимость. Если мы поручим меньшие задачи, люди почувствуют себя более ответственными и менее перегруженными. Это имеет смысл. Кроме того, это дает возможность проявить творческий подход, поскольку каждый может внести свой вклад. Точно. Все дело в эффективном использовании талантов нашей команды. А поддержание открытого общения поможет нам не сбиться с пути к нашим целям. Да, хороший поток информации может предотвратить недоразумение. Я рад, что мы с вами согласны в этом вопросе. Давайте составим план и представим его команде. Звучит отлично. Мне очень приятно видеть, как этот подход улучшает нашу работу. Урок 17. Дополнительные расходы. Замечательно. Взимается ли дополнительная плата за дополнительные ночи? Да, обычно есть, особенно в пик сезона. Я так и думал. Важно, чтобы мы учли это в нашем бюджете. Абсолютно. Нам следует проверить политику отеля в отношении длительного проживания. Хорошая идея. Это поможет нам избежать сюрпризов при выезде. Кроме того, мы можем планировать наши мероприятия с учетом дополнительных ночей, если это соответствует нашему бюджету. Верно. Я хочу быть уверен, что мы получим максимальную отдачу от нашей поездки, не перерасходовав средства. Определенно. Я рассмотрю любые пакетные предложения, которые могут включать эти дополнительные ночи. Идеальный. Это могло бы сэкономить нам немного денег и сделать наше пребывание еще лучше. Урок 18. Поиск скидок. Я поищу все доступные скидки, пока вы определитесь с нашими вариантами. Это похоже на план. Всегда хорошо сэкономить немного денег. Абсолютно. Каждая мелочь помогает при планировании поездки. Я согласен. Я сосредоточусь на поиске лучшего жилья для нас. Большой. Если мы сможем объединить скидки, это может существенно повлиять на наш бюджет. Точно. Я также проверю наличие специальных предложений или акций. Идеальный. Мы должны держать друг друга в курсе по мере того,
как находим новую информацию. Определенно. Командная работа поможет нам максимально эффективно использовать наши ресурсы. Мне не терпится увидеть, какие сделки мы сможем открыть вместе. Урок 19. Отражение города. Подчинение, которое изо всех сил пытается жить достойно, это реальная история сияющего города. Это мощное заявление. Это действительно отражает суть устойчивости. Да, это подчеркивает, как люди могут процветать, несмотря на трудности. Точно. Приятно видеть, как сообщества объединяются в трудные времена. Я думаю, что эти истории заслуживают большего внимания и признания. Абсолютно. Они напоминают нам о силе, заключенной в уязвимости. Нам следует подумать о том, чтобы привлечь внимание к таким нарративам в наших дискуссиях. Это было бы значимым вкладом в наши беседы. Я согласен. Давайте планируем включить эти темы в наш следующий проект. Урок 20. Требования к должностям. Тяжело видеть, как чья-то сестра выполняет работу, хотя другие люди были бы гораздо более квалифицированы для этой работы. Я прекрасно понимаю, откуда вы. Иногда это может показаться несправедливым. Да, важно признавать навыки, которыми обладает каждый. Конечно. Каждый из нас хочет, чтобы он наилучшим образом подходил для тех ролей, которые мы обсуждаем. Точно. Речь идет о балансе отношений и профессиональной квалификации. И обеспечение эффективной работы команды всегда должно быть приоритетом. Я согласен. Давайте сосредоточимся на создании среды, в которой ценятся заслуги. Абсолютно. Это жизненно важно для поддержания морального духа и продуктивности. Я рад, что мы в этом согласны. Это будет определять наши решения в дальнейшем. Урок 21. Управление временем. Я чувствую то же самое. Давайте выделим немного времени, чтобы пройтись по ним. Это звучит как отличная идея. Я думаю, это поможет нам прояснить наши мысли. Абсолютно. Если вы проанализируете все вместе, мы будем на одной волне. Да, сотрудничество часто приводит к лучшему пониманию и результатам. Верно. Я уверен, что в ходе нашего обсуждения мы откроем для себя некоторые ценные идеи. Я тоже так считаю. Давайте назначим время, удобное для нас обоих. Идеальный. Я обязательно подготовлю все необходимые материалы. Большой. Я сделаю то же самое, чтобы мы могли максимально эффективно проводить время вместе. Я с нетерпением жду нашей встречи. Это будет продуктивно, я уверен. Урок 22. Проверка Wi-Fi. А пока не могли бы вы проверить, могут ли другие устройства подключиться к Wi-Fi? Конечно, это хорошая идея. Это поможет нам решить любые проблемы. Точно. Если это всего лишь одно устройство, мы можем сосредоточиться на его исправлении. Если на нескольких устройствах возникают проблемы, возможно, это проблема сети. Верно. Давайте соберем как можно больше информации для решения этой проблемы. Я проверю свой телефон и планшет, пока вы проверите свой ноутбук. Идеальный. Таким образом, мы сможем быстро определить масштаб проблемы. Да, и как только мы определим проблему, мы сможем искать решение.
Согласованный. Всегда лучше иметь четкое представление о ситуации. Урок 23. Радость от покупок. Мне очень нравится ходить в магазины, потому что это позволяет мне примерить вещи перед покупкой. Это правда. Есть что-то особенное в том, чтобы почувствовать ткань и посмотреть, как она сидит. Точно. Кроме того, мне нравится просматривать разные стили, которые я, возможно, не вижу в интернете. Да и приятно выйти и изучить атмосферу магазина. Это кажется более привлекательным. Есть ли у вас любимый магазин, в котором вы любите делать покупки? Я люблю посещать местный бутик, у них всегда есть уникальные предметы. Это звучит чудесно. Я ценю, когда в магазинах также есть индивидуальное обслуживание. Абсолютно. Это делает процесс шопинга намного приятнее. А иногда вы находите выгодные предложения, которых нет в интернете. Урок 24. Исторические процессы. Слышали ли вы когда-нибудь об испытании водой? В прошлом это была довольно шокирующая практика. Да, у меня есть. Удивительно и страшно, как женщину, обвиненную в колдовстве, могут бросить в воду. Точно. Они считали, что если она всплывет, то она виновата, а если утонет, то невиновна. Это кажется таким несправедливым. Вся концепция была основана на суевериях, а не на реальных доказательствах. Абсолютно. Безумие думать о том, как такими нелепыми методами решались жизни людей. Это действительно заставляет вас оценить, как далеко мы продвинулись с точки зрения справедливости и прав. Конечно. Сегодня у нас есть системы, ориентированные на справедливость и доказательства. Трудно представить себе жизнь в то время, когда обвинения могут привести к таким радикальным последствиям. Я знаю. Это напоминание о важности защиты прав личности. Урок 25. Удобство стирки. Да, у нас здесь есть прачечная, что очень удобно для гостей. Приятно это слышать. В каком режиме работает прачечная? Прачечная открыта с 8 часов до 22 часов, так что времени, чтобы ею воспользоваться, предостаточно. Идеальный. Мне нужно будет постирать во время моего пребывания. Это избавляет от многих хлопот. Абсолютно. Кроме того, приятно иметь чистую одежду и не брать с собой слишком много вещей. Верно. Особенно во время путешествий такая возможность спасает жизнь. Я согласен. Это делает весь процесс гораздо более приятным и менее напряженным. Точно. Я обязательно воспользуюсь удобствами, пока буду здесь. Отличное решение. Если вам нужна помощь, просто дайте мне знать. Урок 26. Развлечения на игровой площадке. После перемены мальчики обычно играют на детской площадке или наслаждаются игрой в бейсбол. Это звучит очень весело. Для них очень полезно получить некоторую физическую активность. Да, и это помогает им сжечь энергию, прежде чем они снова сядут на занятия. Абсолютно. Физическая активность очень важна для развития детей. Кроме того, это поощряет командную работу и социальные навыки, которые жизненно важны в этом возрасте. Да. Наблюдение за их совместной игрой действительно показывает, как многому они учатся друг у друга.
Мне нравится видеть их энтузиазм, когда они играют в игры на улице. Я тоже. Для них это прекрасный способ завести прочную дружбу. Точно. Эти моменты на детской площадке могут оставить воспоминания, которые они будут ценить. Урок 27. Уникальная дикая природа. Знаете ли вы, что в Техасе есть удивительная дикая природа? Например, броненосец совершенно уникален. Да. Он известен как бронированный насекомоидный, и это очень интересное прозвище. Точно. И я слышал, что у них есть еще и быстро бегущая птица. Как это называется? Это был бы Редранер. Они быстрые и действительно знаковые в этом регионе. Меня всегда удивляло, насколько разнообразной может быть дикая природа в разных частях США. Абсолютно. В каждом регионе есть свои уникальные животные и экосистемы. Это одна из причин, по которой я люблю путешествовать, открывать новые виды и места их обитания. Да. Изучение местной дикой природы обогащает путешествия. Конечно. Я всегда ищу возможности увидеть животных в их естественной среде обитания. Урок 28. Ночь игр. А ты? Какая настольная игра вам нравится больше всего? Мы любим играть в шарады. Это такая веселая игра, в которой участвуют все. Шарады — это классика. Мне нравится, как это вызывает у каждого творческий подход и смех. Точно. Всегда интересно наблюдать, как люди разыгрывают подсказки. Он отлично подходит для всех возрастов, что делает его идеальным для семейных встреч. Да. Присоединиться может каждый, что создает веселую атмосферу. Какие еще игры вам нравятся помимо шарад? Мы также любим карточные игры, особенно те, которые требуют стратегии. Они тоже великолепны. Они действительно заставляют всех задуматься. Урок 29. Расслабление после работы. Как потом расслабиться после долгого дня? Я люблю читать или смотреть телевизор, чтобы немного расслабиться и отвлечься. Это отличный способ подзарядиться. Какие книги вам нравятся? Я люблю художественную литературу, особенно фэнтези и детективы. Они меня действительно очаровывают. Я понимаю, почему. Потеряться в хорошей истории может быть очень освежающе. Да. А просмотр хорошего шоу также может помочь мне расслабиться. Абсолютно. Приятно просто расслабиться и насладиться чем-то интересным. Точно. После напряженного дня важно уделять время себе. Я согласен. Поиск способов расслабиться может действительно улучшить ваше общее самочувствие. Урок 30. Выбор билетов на поезд. Я предпочитаю покупать билеты онлайн для удобства. Это имеет смысл. Это гораздо проще, чем стоять в очереди на вокзале. Точно. Кроме того, я могу сравнивать цены и быстро находить лучшие предложения. Цены в интернете лучше, чем при покупке на вокзале? Часто да. Многие веб-сайты предлагают скидки, которые вы не найдете лично. Это разумный выбор. Мне тоже придется начать бронировать билеты онлайн. Определенно.
Это экономит время, а зачастую и деньги, что является беспроигрышным вариантом. Мне нравится, как технологии сделали путешествие намного проще. Я тоже. Удивительно, как мы можем планировать свои путешествия откуда угодно. Урок 31. Организация путешествия. У меня есть дорожный кошелек, чтобы все было организовано, пока я в пути. Умный выбор. Очень важно хранить все важные документы в одном месте. Точно. Это помогает мне избежать стресса, связанного с поиском вещей в последнюю минуту. Что вы обычно держите в своем дорожном кошельке? Я храню там свой паспорт, билеты и все подтверждения бронирования. Это звучит очень практично. Есть ли у вас с собой еще какие-нибудь важные вещи? Да, я также прилагаю небольшой блокнот для записи идей и планов. Это отличная идея. Хорошо, когда в путешествии есть место для мыслей. Конечно. Организованность делает путешествие более приятным. Урок 32. Ясность ума. В последнее время я заметил значительное снижение стресса и улучшение ясности ума. Это фантастика. Как вы думаете, что способствовало этим изменениям? Я считаю, что это сочетание лучшего тайм-менеджмента и заботы о себе. Это имеет смысл. Забота о себе действительно влияет на ваше общее самочувствие. Абсолютно. Я уделяю время упражнениям и осознанности, что мне очень помогает. Мне это нравится. Удивительно, как физическая активность может очистить ваш разум. Да. Это также отлично подходит для повышения настроения и уровня энергии. Определенно. Мне нужно больше включать это в свой распорядок дня. Я очень рекомендую это. Все дело в том, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас. Урок 33. Планирование поездки. Планирование поездки может быть довольно сложной, но и очень полезной задачей. Я полностью согласен. Есть что-то захватывающее в организации всего для нового приключения. Абсолютно. Однако я хочу убедиться, что не переусердствую. Это мудро. Важно сбалансировать деятельность, чтобы не чувствовать себя перегруженным. Точно. Я думаю о нескольких расслабляющих днях, смешанных с несколькими захватывающими экскурсиями. Это звучит идеально. Сочетание отдыха и приключений может оставить незабываемые впечатления. Верно. Я хочу наслаждаться достопримечательностями, не чувствуя постоянной спешки. Определенно. Иногда лучшие моменты приходят, когда вы тратите время на исследование. Конечно. Я также рассматриваю местную кухню и культурный опыт.